Всем доброго времени людям в поисках знаний, просвещения, тем, которые ищут ответы на свои животрепещущие вопросы, непростые вопросы в жизни. И, конечно же, они являются более высокого ранга, чем обычная повседневная бытовая жизнь. Для этого важно, очень важно открывать книги, изучать новые знания, без которых просто-напросто нет выхода из тупика, в которой находится цивилизация. Если человек не будет возвращать свои затраченные потенциалы, которые были каждым воплощающимся затрачено именно его сущностью, душой, на развитие биомассы с первым криком рожаемого ребенка матерью, то сущность блокируется и после смерти возвращается на этажи планеты совершенно ниже своего первоначального пребывания. Да, существуют подуровни и на астральной сфере планеты, и на ментальных этажах, но пока не наработать структуры своих тел, не вернуть хотя бы те, что ушли на строительство своего нового тела, не будет шанса выйти хотя бы в ноль или в то состояние, которое было до нового воплощения. А ведь еще важно и нарабатывать новые структуры, новые тела сущности в процессе жизни. Это одна из основных задач воплощений. А для этого опять же нужны и потенциал, и новые знания, и стремления, независимо от новых обстоятельств жизни. И тогда параллельно восстановится и опыт, и прошлой наработки сущности, и память прошлых воплощений. Все вытягивает постепенно, одно за другим, и это немаловажно. Но для этого нужно читать, осмыслять, рассуждать и действовать, а значит мыслить по-другому, непривычными рамками и постулатами, убого или фанатично в каком-то направлении одном, а дать себе волю и тягу к познанию и просвещению. Вначале немного, малыми шагами, ведь все новое может отталкивать. Так устроен мозг земного физического уровня сознания, особенно если ему еще в этом и помогают. Отталкивать все важное для его развития, оставляя примитивное. Но если этот же мозг будет порционно получать то, что ему будет нравиться впоследствии, ведь его функция даже на физическом уровне – это обработка информации и ее осмысление, а не работа на холостом ходу. Вот тогда тогда он вашему сознанию сможет подавать все больше и больше тех первичных материй и новых ионных кодов развития. А это повлечет за собой все новое смыкание нейронов и на других уровнях тел сущности, на эфирном, астральном и так далее. Ролики и видео встреч читателей с Николаем Левашовым – это очень хорошо, когда вы находите в них много для вас важного и ответы на вопросы. Но для того, чтобы самостоятельно развивать себя как человека разумного и наработать свои тела сущности, важно читать его книги и действовать. Действовать в этом направлении развития своего мышления. Не однотипно, не тривиально, не обычно, а по-новому, согласно познанию, после прочитанного в его трудах и осмысленного, опять же самостоятельно. Читайте, осмысляйте, и вы видите, как меняетесь вы сами, меняется мир вокруг вас. В день по абзацу, потом по странице, через месяц по главе в день. Так растет и развивается ваш мозг, нейроны мозга. Помогите ему же на физическом плане начать обрабатывать информацию новых знаний. И так будет расти и развиваться и ваши структуры, и, соответственно, ваши тела сущности. Николай Викторович пишет в книге «Последнее обращение к человечеству». Для того, чтобы понять все, или точнее многое, необходимо кардинально изменить фундамент знаний, на которые опирается человек в своем познании Вселенной. Нужно знать и понимать законы образования Вселенной, ее развития, осмыслить законы жизни, галактик, звезд и планет. Прежде всего хотелось бы отметить, пишет Николай Викторович,
что все то, что современный человек считает Вселенной, является лишь маленькой частичкой большого космоса, как одна песчинка на берегу бескрайнего океана. И эта песчинка является нашим домом, колыбелью человечества. Для того, чтобы идти дальше, человек должен познать мир, в котором он родился. В большом космосе существует бесконечное число форм материи, которые взаимодействуют друг с другом в большей или меньшей степени, или не взаимодействуют между собой вообще. Если две формы материи не взаимодействуют между собой, то даже при пронизывании друг друга ничто в них не меняется. Они никак друг друга не влияют, и ничто новое при этом не возникает. Они как бы не существуют друг для друга. Степень влияния одной формы материи на другую определяется как коэффициент взаимодействия. Тогда можно сказать, что коэффициент взаимодействия для этих двух форм материи равен нулю. Это означает, что нет таких двух кирпичиков, которые входили бы в состав как одной, так и другой формы материи. У них нет общих качеств и свойств. Коэффициент взаимодействия не одинаков даже для двух форм материи в разных точках пространства. А потому что само пространство неоднородно. О взаимодействии материи между собой можно говорить только тогда, когда взаимодействие рассматривается в конкретном объеме этого пространства. Существуют объемы пространства, где взаимодействовать материи максимально, и объемы, где это взаимодействие невозможно в принципе. Или материи взаимодействуют между собой частично, по тому или другому общему качеству. Вот как на рисунке. При максимальном взаимодействии двух материй, одна из них буква А, другая Б, происходит полное слияние данной материи друг с другом, и возникает новая гибридная форма АБ. Слияние возможно только в пределах объема, где становятся одинаковыми все параметры этих материй. Неоднородность пространства влияет по-разному на форму материи, которая пронизывает эту неоднородность. На одну форму материи влияет, изменяя ее, больше, на другую – меньше. Неоднородность изменяет качественную структуру материи, что и создает условия для их слияния и образования нового качества. Таким образом, внутри неоднородности, в пределах объема, где возникают условия для слияния этих двух материй, возникает материя нового качества, гибридная форма АБ. То есть мы замечаем, что до этого материи первичные могли не взаимодействовать, но если возникают условия, как сказано в этом абзаце, то происходит слияние, возникает материя нового качества, то есть уже гибридная форма. И вот гибридная форма АБ тоже влияет на неоднородность пространства, в которой она возникла. Происходит заполнение неоднородности, возникшей гибридной формой АБ, и ее вырождение. Неоднородность представляет собой искривление пространства, что приводит к изменению мерности в пределах этой неоднородности по сравнению с соседними участками пространства. Таким образом, изменение мерности пространства на некоторую величину приводит к возникновению условий для слияния двух материй. Постепенно, вот читая, осмысляя, прочитали с утра абзац, строчку, страничку и ходите, обрабатывайте, осмысляйте. И тогда ваше мышление не просто будет думать о бытовом, о каком-то каждодневном, а мозг получит необходимый ресурс для обработки информации этих вот новых знаний. И в течение дня он будет обрабатывать эту важную информацию и присваивать ее, потому что осмысление, рассуждение приводит к тому, что это становится вашим, вашей наработкой, вашей обработкой информации, переходящей в знания, в навыки и опыт. Желаю вам дальнейшего развития и не откладывать, как говорят, в долгий ящик новое знание Николая Викторовича Левашова. А мы будем с вами дальше продолжать читать, осмыслять
и проводить свои анализ данных. У каждого свой, самостоятельный. Всем добра!